И в этом видео вы узнаете 5 шагов, которые часто делают любовницы, которые может делать любовница для разрушения его семьи. Прежде чем мы продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, нажмите подписаться и колокольчик. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества женщин, поможем ему попасть в рекомендованное YouTube. Это видео может быть полезно как любовнице, которая думает, что же можно такого сделать. Оно может быть полезно жене, чтобы жена, у которой муж вдруг изменяет, понимала вообще мотив того, что делает любовница и почему жена об этом узнает. Это видео информационное. Оно не призывает ни одну из сторон любовного треугольника к каким-то действиям. Я просто рассказываю вам здесь жизненный опыт. То, что я слышала, видела своими глазами, что обычно делают женщины в такой ситуации. Итак, первое действие. Самое стандартное, что я видела, это когда любовница пытается сфотографировать или снять видео, где есть кусочек мужчины, и выложить это в открытый доступ, в надежде, что жена это увидит и у жены начнут сдавать нервы. Что я видела? Я видела, когда снимают видео в его машине, когда его там лица не видно, но жена узнает же салон машины мужа. Или фотографирует свою руку и его руку. Жена может понять, может быть, у него какие-то есть особенности ногтевой пластины, или кольцо на пальце в конце концов, или с рукой вместе есть еще часть манжета, и как-то жена может догадаться, что это рука ее мужа, если она знает уже о существовании любовницы и подсматривает ее социальные сети. Второе, что я видела, что делают, что слышала. Любовница нарушает договоренность с мужчиной и отправляет ему смс-ки или делает звонки в неподходящее для этого время, в надежде, что жена увидит, заподозрит или возьмет трубку. Когда между ними нет договоренности, что она имеет право писать ему поздно ночью, но она берет и это делает, в надежде, что это будет та капля в море, которая вызовет бурю со стороны жены. Еще одно действие – задерживать его на выходных или на праздниках, или утягивать его из семьи, искать причину, чтобы то время, когда он по их договоренности, например, должен проводить дома с семьей, он как-то все-таки выскакивал из семьи и оказывался с ней. И жена, чтобы ее логика любовницы, чтобы жена начала чувствовать, что а может быть у него кто-то есть, раз он вдруг куда-то сорвался и убежал в свой выходной день. Вообще он стал часто бегать. Еще что делает любовница, часто интуитивно к этому приходит, так это стимулирует мужчину начать обживаться на ее территории, чтобы у нее дома были его зубная щетка, бритвенные принадлежности, тапочки, какая-то часть одежды. Итого в ее квартире, например, обрастает количество мужских вещей. Зачем? Чтобы он чувствовал, что у него есть запасной аэродром, что если жена вдруг узнает что-то, взбунтуется и выгонит его в один вечер, а он как бы в домике, у него есть куда приехать, и там уже, в принципе, все готово. И самая такая пикантная вещь, что могут делать, это, конечно же, частая история, когда беременеют для того, чтобы мужчина ушел из семьи, потому что любовница забеременела. Очень рискованная история, потому что может же и не уйти. Я хочу на этом закончить причины. Это 5 причин, которые я анонсировала в начале этого ролика. И самое главное сказать свое финальное слово. Я практикующий психолог. Я сама имею опыт и быть любовницей, и быть женой. Отчасти, может быть, это побудило меня так глубоко изучать тему отношений. Я оказалась в таких условиях, что мне было полезно разобраться, как вообще устроена семья, брак, отношения, любовь, и почему такое случается, и почему я сама однажды оказалась в любовном треугольнике. Я к чему? Что все 5 пунктиков, что я перечислила, это нечестно, это нехорошо. И если вдруг вы смотрите этот ролик и вы любовница, то я не рекомендую вам это делать. Все, что не является честным по отношению к мужчине, на самом деле отдаляет вас от того, чтобы он к вам пришел. Мужчина – человек. Любой человек любит честность и искренность. Но согласитесь, когда вы из-под тишка выставляете его фотографии в надежде, что жена увидит, или когда вы отправляете ему
по ошибке, например, смс в 12 ночи в надежде на то, что он спит уже, а жена увидит на телефоне, что странный номер ему пишет, названный каким-нибудь там, не знаю, сантехником Лешей, и она полезет и посмотрит. Вы играете нечестно. Нечестно не по отношению даже к жене-то. Это другая история. Нечестно по отношению к мужчине. Невозможно, неправильно рассчитывать на что-то, если вы изначально нечестны с человеком. Я не против любовных треугольников. Я отношусь очень ровно. С профессиональной точки зрения так вообще не имею права, и все психологи не имеют права осуждать или давать какие-то советы, или директивно направлять кого-то куда-то. Это просто часть жизни, это есть. И моя задача помогать людям выходить из таких историй с наименьшими травмами и с каким-то опытом, который они могут обработать, прожить, и который не травмирует их потом. Так вот, моя рекомендация профессиональная: если правда хотите с этим мужчиной какие-то лучшие отношения, относитесь к нему честно. Не обманывайте его. Если между вами есть договоренности какие-то, соблюдайте их. Это на самом деле дает больше шансов на успех в дальнейших отношениях. Если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет приятно видеть вашу обратную связь. Внизу под этим видео я оставляю ссылку на свой сайт, где находятся все мои координаты. Я практикующий психолог, и ко мне можно обращаться на консультации для того, чтобы разобрать индивидуально ваш случай, если вы хотите найти свои уникальные решения в трудной ситуации. Если у вас есть вопросы, можете писать их внизу под этим видео в комментариях. Я регулярно прихожу в комментарии и стараюсь отвечать на ваши вопросы.